Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами прогуляемся по лесу. Посмотрим уже, насколько преобладает весна в этом году. Вообще погодка какая шикарная. Просто стоит прогуляться. А хочу я прогуляться в сторону рощи Секвой. Заодно и посмотрим, заполнилось ли Кутузовское озеро. Естественно, кто еще не подписался, подписываемся на мой канал. Будет много чего интересного из Крыма. Ну а теперь давайте прогуляемся. Так, ну вот, друзья, и сам Ангарский перевал. Парковочка для машин. Машин очень даже много. Туристы гуляют по лесу, погодка просто это позволяет. Ну и здесь шикарнейшие виды на Четвердах. Конечно же, там еще лежит снег до сих пор. Ну а на улице довольно-таки тепло. А прогулочка наша начнется с букового леса, по которому и придется нам идти в сторону рощи Секвой. Конечно же, сам лес еще сероватый, но в данный момент попадаются прекрасные полянки с цветами. Именно с первоцветами, которые вот в данный момент и начинают все цвести. И это не может не радовать ни глаз, ни само настроение во время прогулки. И это, друзья, у нас цветочки пролески. Их, конечно, очень много всяких видов, но вот такие вот растут у нас в Крыму. В дальнейшем по дороге будут еще попадаться все различные первоцветы, которые я вам буду показывать. Еще нам по пути попалась небольшая поляна подснежников. По пути еще они будут попадаться, ведь во многих местах подснежники уже отцвели, но из-за того, что здесь очень поздно растаял снег, подснежники есть до сих пор. Смотрится, конечно, потрясающе. Образовалось очень много озер маленьких по пути, которые произошли от родников. Помимо всего этого, по пути нам попадется примула, тоже прекрасный цветок, цветет ярко-желтым цветом, и как раз на этом сером фоне можно полюбоваться этой красотой. Так, друзья, по пути к секвоям здесь встречается вот такой вот старый буковый лес с старыми деревьями. Смотрится, конечно, необычно. Ну и, естественно, по пути к роще Секвой здесь встречается Кутузовское озеро. Сейчас мы к нему пойдем и посмотрим. Смотрите, какая красота. Буквально скоро позеленеют деревья. Здесь будет обалденно. Ну, конечно же, единственный минус этого озера, что оно имеет свойство пересыхать летом. Ну, особенно ближе к осени оно вообще пересохнет, и его может здесь не быть. Ну, снег с гор растаял, там еще немного снега в горах есть. Я надеюсь, оно еще больше пополнится, потому что оно должно быть чуть-чуть больше воды. Вот деревья должно быть заполниться. Ну и как обычно, есть связанная легенда с этим озером. В далеком 1774 году в Крыму возле села Шумы столкнулись русская и турецкая армии. И в этой битве активное участие принимал великий полководец Михаил Кутузов. Именно в этом сражении он был ранен. Серьезно повредил глаз, но чудом выжил. Говорят, благодаря целебной воде Крыма и по легенде с родника, который заполняет это озеро, и промывали рану полководца Михаила Кутузова. Но это только легенда, которая и закрепилась за этим озером. Помимо озера еще есть целебный фонтан и село Нижняя и Верхняя Кутузовка, которые тоже названы в честь великого полководца Михаила Кутузова. И вот там уже виднеется, друзья, роща Секвой. Ну и здесь, друзья, замечательнейшее место для пикника. Видите, здесь небольшой такой заливчик на озере. Кстати, озеро не вонючее, лесное, с чистой водой, с горной. Так что здесь красота. Будет буквально через пару недель, или даже через неделю, когда все вокруг позеленеет, будет просто обалденно. Так, ребята, грибов я, конечно же, не повстречал в данный момент в лесу. Но здесь встречаются вот такие вот трутовики. И вот мы наконец-таки добрались до рощи Секвой. Конечно же, от озера оно находится совсем недалеко, буквально метров 200. Но благодаря теперешнему времени года, благодаря тому, что сейчас весна, эти секвои на общем фоне будут смотреться очень красиво. Потому что все вокруг в данный момент серое, а они зеленые и прекрасные.
И Крым настолько разнообразен и прекрасен, что в нем приживаются растения со всего мира, даже американские секвойи, они у нас прижились и растут. Они растут не только здесь, они еще встречаются в Никитском ботаническом саду, в Массандровском дворце и еще несколько мест, где они встречаются и они высажены. Даже в Алуште есть одна из огромнейших секвой, которая там растет. Роща секвой находится на склоне горы Четырдах, называют мамонтовые деревья или североамериканская секвойя дендрон. Эти прекрасные американские деревья были высажены в качестве эксперимента в 1964 году сотрудником Никитского ботанического сада Геннадием Даниловичем Ярославцевым. Роща секвой считается одним из интересных туристических мест для туристов. Конечно же, туристы посещают эти места по-разному. Некоторые пешком, а некоторые могут и на конях вместе с экскурсией. Конечно же, сюда можно приехать и на машине прямо к этим секвоям. Но для этого надо, чтобы у вас был обязательно внедорожник, потому что на обычной машине сюда просто не получится доехать. Вода такая хорошая, холодная, освежающая. Кстати, эта вода питьевая. Если вдруг у кого закончилась вода, то можно здесь поднабрать свои запасы. Ну и находится она, естественно, прямо возле секвой. Сама секвойя из семейства кипарисовые. Естественный ареал рода секвой – Тихоокеанское побережье Северной Америки. И там попадаются экземпляры секвой, достигающие 110 метров. В Крыму секвойя лучше всего приживается на высоте около 1000 метров над уровнем моря. И поэтому и выбрали это место. И они здесь растут на высоте 850 метров над уровнем моря. Вот такими вот проектами и занимался раньше Никитский ботанический сад. Ну а теперь, что мы услышим в этом году, я думаю, как обычно, пару новых сортов тюльпанов и пару новых сортов хризантем. Ну хотя бы так, чем вообще никак. Ну и естественно, по Крыму я не слышал информации, чтобы Никитский ботанический сад высаживал какие-нибудь экзотические рощи, для того, чтобы было куда приехать туристу или даже хотя бы местным ребятам пойти и посмотреть, что либо. Сейчас везде вводятся заповедники, в которые вход запрещают без особого разрешения. Особенно это практикуется в стороне южного берега, ведь там заповедный Крым и орудует всеми этими заповедниками. Один из лучших маршрутов к роще секвой начинается от Ангарского перевала. Роща представляет собой две полосы, деревья высотой около 40 метров и окружает их буковый лес. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получилась прогулочка по свежему воздуху, по лесу с Ангарского перевала. Надеюсь, видео вам понравилось. Но об этом я узнаю, конечно же, только из ваших комментариев. Пишите комментарии, и я буду знать, нравится вам такого формата видео или нет. Если нравится, будем продолжать дальше прогуливаться. Много очень красивых мест есть в Крыму, которые нужно посетить. Ну и, конечно же, ссылочку на Яндекс.Дзен я оставлю, как обычно, в комментариях или в описании к видео, кому как удобно. Друзья, всем добра, хорошего настроения и мира. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!